Приветствую! Данное видео, скорее всего, будет полезно только для тех, кто занимается трейдингом или изучает трейдинг, акции, криптовалюты, ценные бумаги. Это связано с тем, что происходит сейчас. Именно скам, мошенничество, аферы, которые появляются, становятся более изящными, более долгоиграющими и такими многоходовочными версиями, которые уже мошенники не сразу пытаются обмануть и забрать побыстрее деньги, а это все делает очень последовательно, берет, как сказать, на измор. Итак, вернемся к названию. Чем точнее и качественнее сигналы подаются, тем более вероятно потерять свой бюджет. То есть, да, парадокс в том, что если сигнал точный, он как бы отрабатывает, мы зарабатываем на нем, но мошенники эту тему используют для своих целей. Итак, в целом ситуация произошла именно со мной. Я как бы знаю, о чем говорю. Я видел и других людей, которые в панике это узнали. Уже поздно было. Ну, как бы я потерял немного, но в целом этот урок усвоен, заплатил. Итак, появляется очень много каналов, как в рекламируемых, так и в случайном каких-то попавшихся элементах, в котором указано, что обучу криптотрейдингу бесплатно, там предоставляю информацию бесплатно, я богатый человек, я могу себе позволить поделиться с людьми там сигналами, там я изучаю рынок вместе с вами, я вам буду помогать изучать его, вот, ну такой скептически думаешь, ну ладно, пока как бы делать нечего, ну посмотрим. Смотришь сигналы, действительно они как бы качественные, все описано, полностью все данные указаны, почему рост, почему падение, там на каком точке входа он заходит, показывает покупки кошелька, там какие расходы, потери, все как бы, так сказать, внушает доверие. Ты понимаешь, что действительно человек такой, вот, такой прямо хороший, опытный, может быть, действительно такой человек альтруист, и поэтому он там прямо всем помогает и сам, соответственно, от этого получает удовольствие. Так вот, дальше происходит самая как бы долгоиграющая структура. Люди начинают доверять, ну, проверяют вначале сигналы там по копеечке, по монеточке, потом какую-то сумму зарабатывают, понимают, что действительно человек все-таки правду говорит. После того, как зарабатывают на одном сигнале, смотрят уже другой, третий, пятый, десятый, то есть человек уже становится настолько как бы своим братаном, что дает информацию, прямо такой все полностью раскрывает все данные, что всем его словам уже начинает, так сказать, жертва начинает верить. Поэтому получается, что когда происходит какая-то новая информация о серии там каком-то, и когда происходит какая-то там информация со значком скам в телеграм-канале или что-то подобного рода элементами, что даже сам администратор канала пишет, что типа это какие-то там спамеры хотели получить от меня рекламу, но я рекламу не даю, я предоставляю только лишь информацию бесплатную, все свое, только проверенную, о том, кто никого... Это они меня специально типа угрожали мне, что типа сейчас заспамят канал, и потом подадут отметку, что это будет скам. Появляется скам, соответственно, потом пропадает, появляется, ну, то есть такая процедура. Вот, он прямо описывает, закрепляет сообщение, что я обращался в поддержку, они молчат, ничего не говорят. То есть все такое, ну, как бы думаешь, ну, блин, ладно, действительно. Дальше продолжается информация по поводу там каких-то сигналов, что я завершаю этот сезон, потом перехожу к новому сезону, и я начал обращать внимание на какие-то там более фундаментальные монеты, а не какие-то там типа быстрые щиткоины для заработка. И процесс переходит уже, так сказать, развод начался. Дальше происходит момент того, что, как бы, вот, смотрите, у меня есть такой-то бюджет, я этот бюджет разделяю там, на какую-то сумму, покупаю монету, вот, она там будет листиться скоро на какой-то там бирже. Там какая-то биржа маленькая. После того, как листинг проходит, монета появляется на панкейке, как обычно. База типа для этих всех любых монет, которые могут появиться, типа предпродажи. И когда начинаются уже вот эти вот элементы рассказов, что такая крутая монета, посмотрите на фундаментал, обычно это берется какая-то уже существующая монета, ну или не существующая, точнее грядущий проект, который будет, который уже на слуху, и который действительно там что-то там стоит и значит, но монета никак с ним не связана. Так вот, эта монета появляется на панкейке, появляется четкая инструкция, как покупать. Там покупаете, там, ну, по чуть-чуть покупают, потом
понимают, что там типа вроде никаких отметок нет. Через какое-то время люди вводят деньги, появляется уже монетка, что высокий риск, типа он говорит, это типа из-за того, что большое количество покупок, то есть какие-то объяснения, типа опять-таки правдоподобно, это же свой чувак, что он будет обманывать. Вот, я покупаю, показывает действительно покупки, но он-то владелец монеты. Но как раз такие монеты и являются видом мошенничества, которые называются хамипот, горшочек меда. Так вот, эта схема в том, что типа покупать-то ты можешь эту монету, но продать ты ее не можешь. То есть ты вкладываешь свои деньги, там переводишь их, у тебя эта монета появляется, там причем как бы тоже, по схеме все четко, все правильно. Она у тебя остается, все. Цена может расти там до сотни тысяч, там с одного там какого-то сотого тысячного цента до десятков тысяч долларов может вырасти. То есть, как бы ее наполняют, потом, соответственно, владелец этой монеты просто выводит, потому что у него доступ есть к информации, к манипуляции этой монетой. А все, кто монету эту накупили, остались просто с буковками в MetaMask или где там они эту покупают монету. И все. То есть сторонняя, как бы, децентрализованная биржа никому не подчиняется. Все происходит как бы по своему желанию. Я же сам туда ввел деньги, мне никто их не крал. Поэтому по факту вернуть их уже невозможно. Вот. Я там как раз говорил, что типа ранее, что да, действительно, я тоже туда внес денег. Уже потом, когда понял, что уже не туда ввел деньги, то начал уже читать другие сайты, информации. Таких сайтов очень много, таких групп, пабликов, каналов, большое количество, их все больше и больше, и там они все идут, так сказать, на разогреве. Там готовится один скам, второй скам, и все такие прямо вежливые. Есть даже огромный список там этих каналов постоянно пополняется, что там есть вся информация о том, что вот он какую-то монету там показывает, он рассказывает, но то же самое. Схема та же самая. Входит в доверие, и дальше уже как бы процесс, можно сказать, завершен, как у рыбаков. Прикормил и подсекай. Так вот, каналы, которые предоставляют эту информацию, действительно являются как бы существующими, и они продолжают существовать, потому что как бы даже если на них отметка скам появляется, как бы, окей, типа он описывает, почему этот скам появился, это не он виноват, это его там типа злые конкуренты хотели типа убрать. Все. А основная причина, по которой я попал, и много других людей попали и попадают, и будут попадать, это потому что как раз сейчас модная аббревиатура DOR, Do Your Own Research. Это типа делай свои личные исследования, проводи свои личные исследования. В целом, действительно, то есть, если я посмотрел бы более детально, потратил бы время, что за монета, как, чему, куда, зачем, то было бы, конечно же, проще понимать, что это какая-то не связанная с тем, что описано этими мошенниками. Вот. И в целом, как бы, дальше появляются такие каналы больше и больше, потому что процесс, так сказать, происходит слишком как бы мягкий, такой удобный, и те люди, которые, соответственно, используют какие-то там попытки изучения, думают, слушай, можно же заработать, а тут уже тоже бесплатный сыр, да, там. Поэтому спасибо, что послушали, надеюсь, не будем больше попадать на такие и вообще на какие-то там такие аферы. Не спешите расставаться с деньгами, и я думаю, в целом действительно как бы процесс аналитики лучше изучать самостоятельно, а потом уже расходовать какие-то средства для того, чтобы покупать, продавать. Поэтому спасибо еще раз за уделенное время. Профита!